Привет всем, меня зовут Артем Жульев, и это очередное видео для моего YouTube канала. Я решил сделать серию видео о том, что влияет на ваш выбор, на выбор солиста того или иного звукоряда в зависимости от ситуации, в зависимости от аккордовой последовательности. И сегодня мы поговорим о натуральном миноре. Принято считать, что основной минор в джазе это дорийский. И это, пожалуй, верное утверждение. Но не стоит списывать со счетов натуральный минор. Сегодня я попробую реабилитировать натуральный минор. Не знаю, получится ли у меня, но я попытаюсь. Прежде всего, что нужно понимать? Нужно рассматривать аккорды не изолированно по одному, а смотреть, где именно находится ваш аккорд, какие аккорды его окружают. Именно аккорды, которые находятся вокруг вашего обыгрываемого в данный момент аккорда, именно они будут влиять на ваш выбор того или иного звукоряда. И возможно, это будет не один звукоряд, а несколько. Но сегодня мы именно поговорим о натуральном миноре. И о тех ситуациях, когда вы можете использовать его также в вашей игре. Сейчас вы видите на экране первые аккорды композиции All the Things You Are. Я буду сегодня рассказывать в теноровой тональности, так как я в основном играю на теноре. Нас интересуют вот именно первые такты. Мы видим первый аккорд соль минор. Вот, при выборе звукоряда нужно посмотреть на следующий аккорд. Вы видите, у нас аккорд до минор. В самом аккорде уже у нас есть такая подсказка, как бы мы видим, аккорд будет у нас до, ми бемоль, соль, си бемоль. Вот это ми бемоль, она будет шестой низкой ступенью по отношению к соль минору. Это нам как бы говорит о том, что один из возможных звукорядов, который мы можем использовать на соль минор, это будет соль минор натуральный. То есть вы уже можете сами решить, как солист, построить вашу мелодию в зависимости от того, если вы хотите объединить эти два аккорда, придать им общее звучание. В этом случае это будет фактически один и тот же звукоряд. Соль минор натуральный и до минор дорийский. На самом деле даже все эти четыре аккорда будут иметь один и тот же звукоряд. В этом случае это вторая, пятая, первая к си бемоль мейджору и соль. Это как шестая ступень, как параллельный минор. Сейчас вы видите фрагмент соло Пола Дезмонда. Здесь в альтовой тональности, да, здесь первый аккорд ре минор, соль минор. Вы видите, он использовал здесь ре минор натуральный. Здесь вы видите фрагменты соло Криса Поттера, тоже на All the Things You Are. Но это уже будет девятый такт в композиции. Там похоже, на самом деле одинаково идет структура, повторяющаяся, как в первых тактах. Ре минор, соль минор. И вот здесь тоже вы видите, что он использовал ре минор натуральный. Тоже подготовил несколько примеров к сегодняшнему видео. Сейчас тоже сыграю вот на первые такты композиции All the Things You Are. Буду использовать соль минор натуральный. Вы видите, у нас здесь ми бемоль. Давайте послушаем, как это будет звучать. Следующий пример. Сейчас вы видите на экране композицию Speak No Evil, первые аккорды этой композиции Вейна Шортера. Мы видим, здесь вот у нас ре минор, и смотрим на следующий аккорд, это ми бемоль мейджор. То есть этот ми бемоль мейджор, он нам тоже говорит о том, что здесь возможно, вполне себе возможно использование ре минора натурального. То есть этот аккорд, он как бы влияет на этот ре минор. На самом деле ре минор тоже влияет на изменения в аккорде в ми бемоль мейджоре. Здесь уже, например, можно было бы использовать плюс 11 ступень. Да, то есть ля отсюда она повлияет на этот аккорд. Но об этом мы поговорим в других видео. А сегодня мы говорим именно о натуральном миноре. То есть вот этот ми бемоль мейджор, он влияет на наш выбор звукоряда. И здесь уже возможный звукоряд будет ре минор натуральный. Сейчас попробую сыграть мой пример использования минора натурального, в данном случае вот на ре минор. Вот видите, здесь у нас будет ре минор натуральный и ре минор натуральный. Каждый раз я буду использовать ре минор натуральный.
Наш слух пытается как бы соединить разные аккорды, найти в них общее звучание. И шестая ступень в миноре, она как бы такая, скажем, непостоянная величина, которая может двигаться туда-сюда в зависимости от последовательности аккордов и в зависимости, конечно, от идеи солиста, в зависимости от вашей идеи. Попробую сформулировать такое правило, не правило, такую идею. Если звукоряд следующего, после вашего минорного аккорда, следующего аккорда содержит в себе ноту, которая по отношению к вашему минору шестая низкая, то уже стоит задуматься о возможном использовании натурального минора. Следующий пример, вот композиция Беатрис Сэма Риверса. Нам здесь интересно, что нам интересно вот фа, ми, фа, ми, фа мейджор, ми минор. Да, то есть вот этот фа мейджор, он будет влиять на ми минор. То есть минор уже можно будет ми минор сыграть, минором натуральным обыграть. Что дальше? Еще здесь есть вот такой аккорд си минор в связке с до мейджором. То есть вот этот до мейджор, он будет влиять на этот си минор. То есть тоже уже можно сыграть здесь минор натуральный опять-таки. Вот сейчас вы видите на экране, я подготовил такой пример. Здесь как раз вот я буду использовать сейчас на все миноры, ну не все, а вот на ми минор будет ми минор натуральный. Здесь у нас ми минор опять-таки натуральный из-за следующего аккорда. Здесь у нас си минор, тоже он будет под влиянием до мейджора, и он тоже будет натуральный, видите, натуральный минор. Чаще всего и в большинстве ситуаций, в том числе в тех, которые я приведу сегодня, это не означает, что вы не сможете использовать дорийский лад. Но у вас появляется выбор. И не стоит себя лишать этой краски. Еще одной краски, не стоит себя ее лишать. Сейчас вы видите на экране опять-таки ту же композицию Беатрис, но сейчас я все эти миноры, которые до этого я обыграл натуральным минором, сейчас я их обыграю дорийским минором. Вы видите, вот здесь ми минор, дорийский, ми минор, дорийский. И здесь тоже у нас будет си минор, который до этого я обыграл си минором натуральным, обыграю си минором дорийским. Как бы в первом случае было звучание более объединяющие аккорды, и здесь более показывающие разницу между ними, как бы немножко отдаляющие одно от другого. Просто это уже в зависимости от вашей идеи, то есть вы можете выбрать ту или иную краску из вашей палитры, использовать ее в этот момент. Следующий пример, вот вы сейчас видите на экране первую часть композиции Blue Moon, такой вот разновидность Rhythm Change. Здесь вы видите первая, шестая, вторая, пятая ступени. Вот когда у нас шестая минорная, то ее стоит рассматривать как параллельный минор по отношению к первой, в данном случае к фа мейджору. Это будет параллельный минор, то есть это будет натуральный минор. И то есть мы понимаем на самом деле, что все эти аккорды, они из одной семьи, скажем. Звукоряды этих аккордов будут построены на основе фа мажора. То есть у нас вот фа мейджор, ре параллельный минор, натуральный минор, соль минор дорийский, на второй ступени будет строиться от второй ступени фа мажора до сеп миксолидийской, от пятой ступени фа мажора. То есть мы видим, что вот все эти аккорды, у них фактически один звукоряд, скажем так.
Ну вот и все на сегодня. Меня зовут Артем Жульев. Мы продолжим эту тему обязательно, что влияет на ваш выбор того или иного звукоряда в разных ситуациях. Разберем другие аккорды, другие звукоряды. Пишите ваши комментарии, получилось ли у меня реабилитировать натуральный минор. Возможно, вы уже его используете при игре джазовых стандартов и не только. Надеюсь, кому-то это было полезно, кому-то интересно. До новых встреч!